Всем привет! Сегодня приготовим муссовое пирожное кубик в шоколадном корпусе. Покроем зеркальной глазурью и нанесем леопард. Если вам интересно, смотрите дальше. Растапливаем темный шоколад. Нам не надо темперировать, просто растопить. Если готовить обычные муссовые пирожные, круглые сердечки, там, разные формы, обычно не надо делать корпус из шоколада. Но вот есть такие кубики, где вот этот слой шоколада, корпус из шоколада нужен для того, чтобы пирожные не осели после разморозки. Они будут не особо красивые, если разморозится и не останутся вот такие прямые квадратные кубики. Так как мусс немного оседает, тогда форма пирожного немного изменится после разморозки. Поэтому надо сделать корпус из шоколада, чтобы наши кубики оставались кубиками. Берем растопленный шоколад и каждый кубик промазываем все стенки. Делаем такой тонкий слой, корпус из шоколада. Темперировать не надо, нам наоборот лучше, если шоколад не темперированный, чтобы пирожные удобно резать, кушать. Вот, сделаем один слой шоколада и потом смотрим, где есть какие-то прозрачные места, немного еще помажем шоколад. Берем шоколад и арахисовую пасту. Подогреваем шоколад с арахисовой пастой и добавляем вафельную крошку. Перемешиваем. Берем пергамент. Мне надо сделать вот эту крошку, хрустящий слой, чтобы был довольно тонкий, чтобы легко было кушать пирожное. Заворачиваем пергамент как в конверт. Равномерный слой сделать тонкий. Потом ставим в холодильник или в морозилку. В морозилке будет быстрее. Замачиваем желатин в холодной воде, оставляем для набухания. В миску наливаем молоко, добавляем шоколад, подогреваем молоко с шоколадом, перемешиваем, чтобы все объединилось. Когда шоколад полностью объединился с молоком, добавляем сливочный сыр. Я использую маскарпоне. Если вы любите обычный крем-чиз, можете добавлять крем-чиз. Перемешиваем, опять, чтобы маскарпоне объединилась с шоколадной массой. Тут лучше уже брать венчик. Растапливаем набухший желатин и добавляем к шоколадной массе. Все перемешиваем. Взбиваем сливки до мягких пиков. И добавляем тоже к шоколадной массе. Все перемешали. Такая однородная шоколадная масса. Заранее испекла бисквит. Вырезаем бисквит нужного размера.
Это у меня бисквит брауни. Будет отдельное видео с этим бисквитом. Достаем из морозилки хрустящий слой. Мусс берем примерно такого слоя, какой слой будет бисквит. Ставим бисквит. Немного прижимаем. Опять слой мусса. Еще один слой бисквита. И окончательный слой мусса. Форму заполняем вот почти до верха, так как еще будет хрустящий слой. Он тонкий. Вот это надо иметь в виду, насколько он тонкий. Ставим хрустящий слой. Придавливаем, чтобы все хорошо распределилось. Форму надо наполнить так, чтобы она не вылезала наверх. Сейчас надо заморозить. Ставим в морозилку примерно на 10-12 часов. Как обычно, подготавливаем зеркальную глазурь, это 38 градусов. Наливаем на полностью замороженное пирожное. Пирожное кубик и тоже торт, если будет квадратной формы, налить глазурь будет немного труднее. Надо смотреть, чтобы глазурь красиво легла на все углы. Глазурь вначале наносим по бокам, смотрим, чтобы все бока были покрыты глазурью, и потом наливаем по центру. Как только нанесли зеркальную глазурь, берем горячую спатулу и наносим леопард. Леопард обязательно 70 градусов. Если в процессе нанесения леопарда мы где-то немного сняли зеркальную глазурь, то берем спатулу, капельку глазури и наносим, чтобы красиво покрыть зеркальной глазурью квадратные пирожные или торт. Глазурь обязательно берем 38 градусов. Если она будет 35 градусов, то по бокам ляжет такими каплями некрасивыми. Когда нам надо покрыть леопардом сразу много пирожных, то обязательно надо проверять температуру, если надо, греем. Перед тем, как пирожное поставить на подложку, снизу как бы вытираем, чтобы не было лишней глазури. Проводим по столу, поверхности, чтобы снизу все красиво вытереть лишнее. И только тогда ставим на подложку.
Корпус из шоколада нам дает стабильный, красивый кубик. Даже на второй или третий день кубик сохраняет свою форму, не оседает. Сейчас я вам покажу два пирожные. Первое пирожное я режу, который без шоколадного корпуса. Легко режется и глазурь, и само пирожное. Второе пирожное с корпусом из шоколада. Режется тоже легко, так как шоколад не темперированный и тонкий слой. И немного потянула за собой зеркальную глазурь, и разрез такой размазанный. Этот корпус из шоколада в основном нужен для пирожных, которые покрыты велюром. Если с зеркальной глазурью мы не увидим это оседание настолько, то пирожные, которые покрыты велюром, верхушка осядет, и можно будет видеть вот такую как ямочку. Не особо красиво выглядит конкретно на пирожное кубик. Последние фотографии, и там эти пирожные без корпуса из шоколада, и если присмотреться, то можно видеть это оседание пирожное.